Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой чокер в технике фриволите челноком. Буду показывать выполнение чокера, но, конечно же, это может быть и браслет. Все, что нужно сделать, это просто изменить его длину. Для выполнения этой работы, конечно же, мне понадобились нитки. Я использовала нитки Ariana Vega, это толщина 20 и цвет, если кому-то интересно, 606. Также мне понадобились 2 челнока, крючок. Для заправления кончиков нитей в конце работы я использовала иглу. Эта нить хорошо плавится, поэтому после того, как я заправила кончики через несколько узелков, я использовала еще и зажигалку. Ножницы, обычный наш инструмент в работе. И для крепления фурнитуры я использовала плоскогубцы. Как вы видите, я использовала не просто замочек, а еще вот такие зажимы. И дальше совершенно стандартный набор: цепочка-удлинитель, соединительные кольца. Сначала я предлагаю выполнить вот такую цепочку из колец и дуг. Нам понадобится их 2 штуки. Как вы видите, одна у меня уже сделана. Я еще здесь не прятала кончики. И эта цепочка у меня получилась в длину примерно 30 сантиметров. Здесь у меня все рассчитано под тот размер, который я хочу получить. И, соответственно, для вот этой вот длины у меня на 2 челноках намотана нить. На челноке 2,2, здесь у меня так будет обозначен, здесь у меня 70 сантиметров, и на втором челноке у меня намотано 10 метров. Такая большая разница, потому что одним челноком, там где у нас больше нити, мы выполняем по сути всю работу, все вот эти кольца и узелки для дуг. А вот этим челноком у нас будет выполняться исключительно ведущая нить. Даже не выполняться, а как-то это будет у нас исключительно ведущая нить в узелках дуги. Поэтому такая большая разница. Как вы видите, узелка у меня между 2 челноками нету, это единая нить. И я беру челнок, на котором у меня намотано 10 метров, и начинаю выполнять первое кольцо. Если вы только начинаете заниматься фриволите или до этого не встречали эту технику вообще и хотите научиться, то я рекомендую вам посмотреть сначала уроки по основам. У меня есть на канале отдельный плейлист, и немного потренировавшись, вы можете вернуться к этому мастер-классу. Пико я делаю небольшое. Закрываю кольцо. Как вы видите, в первом кольце мы сделали пико сверху и пико с правой стороны. Пико слева нам не нужно, потому что это будет край. Работу не переворачиваем, оставляем вот в таком положении, и теперь будем выполнять дугу. Дугу будем выполнять вторым челноком, на котором у нас намотано мало нити.
Обычно дугу мы затягиваем. В данном случае этого делать не нужно. Нам нужно получить вот такой ровный край. Поэтому эти узелки мы просто оставляем вот в таком положении. Не тянем ведущую нить. Оставляем вот так. Переходим вновь к челноку, где у нас намотано много нити. И будем выполнять второе кольцо. Второе кольцо нам нужно соединить с предыдущим. Вот здесь сделать соединение. И, соответственно, сделать пико сверху и пико с правой стороны. Узелок делаем вплотную. Выполняем соединение. Крючком проходим через пико. И затем челноком проходим через получившуюся петлю. Переходим к дуге. Видите, что здесь у меня вот эта часть, она как бы, наверное, не затянута настолько, насколько она должна быть затянута, поэтому еще здесь есть волна. Но это ничего страшного. Эту всю цепочку, когда мы ее выполним, вот как вот здесь, мы будем подтягивать и выравнивать, и смотреть, насколько она нам нужна. Допустим, на вот этом участке ее надо будет подтянуть больше, на каком-то участке, наоборот, больше расслабить. То есть вот эти все узелки внизу, они сейчас у меня двигаются, они не зафиксированы еще. Поэтому пока просто не обращайте внимания, в каком состоянии у вас здесь вот эта дуга. Выгнута она в эту сторону, вот в эту сторону, либо она ровная. Просто продолжайте выполнять дуги. Выполняем узелок вплотную. Вот видите, я могу эти узелки растянуть, могу затянуть. Таким образом идем до нужной нам длины. У меня это получилось 44 кольца. Я сплела уже 6 колец, и теперь могу более наглядно показать, как себя ведет вот эта дуга внизу. За счет того, что у нас идет одна ведущая нить,
Смотрите, мы можем стянуть эту дугу. И вот она начинает закручиваться. Но нам нужно ее наоборот распрямлять, чтобы у нас получался вот такой ровный край. То есть вы сплели, допустим, 6 колец, расправили этот краешек. Ну, самая последняя дуга, вот у меня видно, что она все равно не затянута. Ну и я особо не буду ее сейчас выпрямлять, потому что когда я буду плести следующие узелки, все равно вот здесь вот явно подтяну. Поэтому проплели несколько колец, распрямили вот здесь, допустим, в начале, сплели еще несколько колец, опять распрямили этот краешек. И так постепенно идете до конца. Я уже выполнила вторую полоску. Как и в первой, я оставила кончики нитей. Здесь не заправляла, не делала никаких узелков. Это я сделала для того, чтобы вот эту вот нить крайнюю можно было подтянуть, если нужно, или наоборот ослабить. Потому что две цепочки, вроде бы я их делала по одной и той же схеме, но все равно они у меня получились чуть-чуть разными. Видите, одна длиннее на совсем чуть-чуть, а другая короче. И вот это я исправлю вот этими нитями. После того, как я эти две детали соединю, тогда я их выровняю и уже заправлю кончики. Так, для среднего ряда я взяла вновь 2 челнока и на каждый из них намотала по 3,5 метра нити. Берем любую из наших деталей. И будем начинать с самого первого кольца. Еще обратите, пожалуйста, внимание на то, что с этого края у меня получается здесь было начало, а вот в этой детали уже здесь был конец. Я их расположила таким образом, чтобы у меня с этих сторон, вот с той стороны, на которую мы сейчас смотрим, было лицо. Если я расположу детали вот таким образом, и здесь будет начало, то у меня получится, что одна деталь расположена лицом вверх, а вторая изнанкой вверх. Я этого не хочу, поэтому мне их нужно расположить вот так. Итак, возьму одну из деталей, и сейчас мне нужно пройти крючком через самое первое пико и протянуть нить с челноков. Что такое? Так. Берем любой челнок и делаем такую петлю. Все, мы зацепили за пико. Приступаем к выполнению среднего ряда. Один челнок обвожу вокруг мизинца. Будем выполнять дугу. Вторым челноком начинаю выполнять узлы. Первый узел выполняю как обычно, вернее первую половину узла, а вот вторую половину узла я не переворачиваю. Таких узлов мне надо выполнить 5. Еще раз, первую половину, как обычно, перевернули. Вторую половину не переворачиваем. Перевернули. Не переворачиваем. Перевернули. Не переворачиваем. И последний узел. Вот такая цепочка должна получиться. Видите, она отличается от того, что мы делаем обычно. Обычно у нас
четкий ровный край, все вот эти вот перемычки с одной стороны. Здесь же у нас такой как зигзаг, что ли. Теперь выполняем соединение вот с этим пико. В принципе, соединение можно выполнить любой нитью. Даже, честно говоря, я сейчас задумалась, какой нитью это лучше сделать. Наверное, той, которая вот сейчас намотана на мизинец. Подтянули. Сейчас будем выполнять то же самое. Увеличим количество узелков. И пойдем вот к этому пику. Я посмотрела видео, где я объясняю, как выполнять вот эти дуги, соединения. И мне кажется, я там как-то очень путанно это все объясняю. Поэтому я решила заменить тот кусок видео на вот этот. И, как вы видите, здесь я уже выполнила много этих дуг, но ничего страшного. Представьте, что вот сейчас вот эта вот у меня точка, в которой я нахожусь, это момент, когда мы только присоединились к первому кольцу, и сейчас будем выполнять дугу вот к этому кольцу. Здесь количество узелков 5, я же сейчас буду выполнять 7, но здесь главное именно вот это соединение, и на нем я хочу акцентировать ваше внимание. Когда вы находитесь в самом начале, какой челнок вы используете правой рукой, какой левой, это не важно, потому что вы вот здесь в начальной самой точке. Я сейчас буду набирать 7 узелков. Если вы в начале работы, вы набираете 5. Первый узелок, вернее, первая половинка узла, это наша обычная половинка. Вторая половинка, не переворачивая узел. То есть у нас как будто бы вот эта нить ведущая, а вот эта рабочая, она оплетает ведущую нить. Первая половинка, как обычно, вот эта нить получается ведущая, вот эта нить оплетает ведущую. Вторая половинка, не переворачиваем. Сейчас нам нужно выполнить соединение с пико, которое у нас находится сверху. Я переворачиваю работу так, чтобы это пико у меня было снизу. И челнок, который у меня был сверху, вот здесь, в левой руке, нитка это получается ближе к пико, соответственно, ее я буду использовать для того, чтобы сделать соединение. Вот этим челноком, который был в левой руке, я выполняла соединение. И сейчас челноки я буду менять. Вот этот челнок у меня будет в правой руке, а этот челнок, наоборот, в левой. Я разворачиваю работу таким образом, чтобы ее было удобно взять.
и буду выполнять узелки. Я вновь буду выполнять 7 узелков. Если вы в начале и выполняете вторую дугу, вы выполняете 6 узелков. То есть в первой у нас 5, затем идет 6, потом все дуги уже по 7 узелков. Узелки точно так же. Один переворачиваем, второй не переворачиваем. То есть половинки перевернули, не перевернули. Смотрим соединение. В этот раз у нас ближе к пико нить, которая была в правой руке. И ей мы будем выполнять соединение. Этой нитью мы выполнили соединение и ничего не меняем. Оставляем ее в правой руке. Нить, которая была в левой, остается в левой руке. То есть у нас получается, когда мы идем снизу вверх, у нас вот в этом положении челноки меняются. Когда мы идем сверху вниз, в этом положении челноки не меняются. Опять идем наверх, сменили челноки. Идем вниз, не меняем. Идем наверх, меняем. И вот таким образом идем слева направо. Я дошла до конца. И, как я уже вам говорила, в предпоследней дуге я сделала 6 узелков, не 7. И последнюю дугу, та дуга, которая у нас будет переходить на противоположную сторону, я, как и в начале, сделала 5 узелков. Еще такой момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Когда вы делаете соединение, неважно, в принципе, как вы их будете делать, я имею в виду, каким именно челноком, и как вы потом будете выполнять дугу, какой из этих челноков вы будете использовать как ведущую нить, какой как рабочую нить. Но что главное? Здесь главное, чтобы все ваши соединения были одинаковыми. То есть если вы решили делать, допустим, использовать челнок номер 2 для выполнения соединения, то постарайтесь использовать тот же самый челнок каждый раз, когда вы выполняете это соединение. Таким образом, у вас вот эти вот соединения будут выглядеть просто аккуратно, одинаково. Так, ну что ж, я буду переходить уже на противоположную сторону и пойду зигзагом в обратную сторону нашего чокера. Соединение буду выполнять челноком 2-2. И это у меня нить, которая идет внутри узелков. Вернее, не совсем правильно здесь говорить внутри узелков, потому что у нас же меняется ведущая нить. То есть последний узелок, и эта нить в нем ведущая. Она проходит внутри узелка, а не оплетает вот эту нить и являясь самим узелком. Ой, как все путано, но надеюсь, вы меня поняли. Так, значит, этим челноком я выполняю соединение. И этим же челноком я буду выполнять узелки. То есть он у меня будет с правой стороны. Челнок 2 я буду наматывать на левую руку. Выполняю 6 узелков.
Теперь я буду выполнять соединение нитью от челнока 2. Это та нить, которая у меня была намотана на левой руке. Хотя сейчас я буду идти в левую сторону. Может попробовать узелки. Так, сейчас я попробую сделать и скажу вам по итогу, какая нить мне здесь больше нравится. Я выполнила пару дуг и поняла, что, несмотря на то, что я иду сейчас в другую сторону, рисунок вообще никак не поменялся, поэтому и соединение я буду делать точно так же, как и вот в этом ряду. Верхнее соединение. Само соединение я выполняю челноком 2, тем, который у меня был на левой руке. И сейчас я буду менять челноки. Челнок 2-2 у меня уходит на левую руку. А челноком номер 2 я буду работать правой рукой. Вот у меня были челноки в таком положении. Челноком 2-2 я работала правой рукой. Челнок 2 у меня был намотан на левой руке. Соединение я сейчас буду выполнять нитью вот этого челнока, который был в правой руке. Теперь вот этот челнок вновь у меня будет наматываться на левую руку. А узелки я буду выполнять вот этим челноком. Таким образом, идем до конца нашей работы. Я уже дошла до конца своей работы, вернее, это было начало этого ряда, и вот я к нему вернулась. Мне осталось сделать одну дугу, пойду вот сюда, и эту дугу я буду делать из 6 узелков. Все, дуга выполнена. Сейчас ее нужно соединить вот здесь с вот этим пико, но я не буду выполнять соединение челноком, потому что мне все равно надо будет заправлять кончики, и это я буду делать иглой. Поэтому нитку от челнока я отрезаю. У меня здесь как раз она и заканчивается. На одном челноке чуть больше, на втором вот вообще уже практически впритык.
Прохожу иглой через пико. Выполняю узелок. А теперь пройдусь через несколько узелков кольца, чтобы спрятать ниточку. Через узлы прохожу я по одному. Сразу отрезать нитку возле узлов я не буду. Я сначала заправлю вторую. И только после этого, когда я буду видеть, что нигде ничего не нужно подтягивать, я эти нитки отрежу. Все, 2 нитки я спрятала. И их можно отрезать и опалить. Теперь переходим к выравниванию наших сторон. Так, подтянем и одну, и вторую. И теперь аккуратно расслабляем эту нить. В одну сторону и во вторую сторону. Все, как только вы получили тот результат, который вас удовлетворит, завязываем узелки. Сильно их не затягиваем, потому что можно перетянуть опять-таки вот эту нить, которая идет внутри узелков. Здесь я сделаю 2 узелка. Точно так же, как только что я показывала, прячем ниточки в рядом расположенные узелки и их опаливаем. Все.
Все, я заправила кончики и я погладила свою работу через марлю, просто прижимая вот таким образом утюг, чтобы она немножко стала ровнее. Некоторые дуги все равно мы видим, что они здесь гнутся не совсем так, как я хотела бы, но это ручная работа, поэтому я считаю это нормально, что не одинаковые все дуги получились, а все-таки они немного отличаются. Мне осталось добавить какой-нибудь замочек. Я попробую использовать вот такие крепежи вот сюда, с одной и с другой стороны, и, соответственно, к ним буду добавлять уже цепочку-удлинитель и замочек. Пока мне нравится, что получается, потому что благодаря этому зажиму захватились и узелки крайних колец, и узелки дуги. Соответственно, когда будет натяжение, будет тянуться не только середина, а весь этот край. Второй край я сделала таким же образом. И все, мой чокер готов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!